Ультиматум. Москва ставит условия. Путин озвучил требования Киеву и делает предложение США. Что сказал? Резкий ответ из Украины. Детали. Танки в центре столицы. Город перекрыт. Строгий пропускной режим и беспрецедентные меры безопасности. Что происходит? Ответ Пекину из уст Трампа, которого неделю считали мертвым. Как Белый дом отреагировал на события в Китае? 10 минут для удара по Гааге. В НАТО заявляют об атаке России на страны Альянса. Рютте делает заявление об угрозе, исходящей от русских. Месть украинской власти. В Украине обсуждают первые слова признания подозреваемого в убийстве Порубия. Почему стрелявшего осудила бывшая жена и как скоро он может оказаться в России? Модель Финляндии после Второй мировой как пример для Украины. В Хельсинки намекают, что Киеву можно смириться с потерей территорий. Реакция Москвы. Политический триллер в Германии. Серия смертей среди кандидатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии». С чем связан массовый уход из жизни за несколько недель до местных выборов. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. В Украине продолжают обсуждать детали громкого дела – убийства экс-спикера Верховной Рады Порубия. Накануне его похоронили во Львове, а подозреваемого отправили за решетку. Михаил Сцельников, который стрелял в Порубия, назвал свои действия местью украинской власти и отверг любые связи с россиянами, заявив, что Порубий был близко, но если бы была возможность, то он мог бы выбрать своей целью и бывшего президента Порошенко. Признаете ли вы свою вину? Нет, это моя месть лично украинской власти. А почему? Все. Без объяснений. Но Порубий сейчас не у власти. Он в оппозиции. В СМИ распространялась информация, что якобы российские спецслужбы шантажировали вас относительно вашего погибшего сына. Прокомментируйте, пожалуйста. Это неправда. Все, что я хочу, чтобы сейчас поскорее вынесли приговор. Да, я его убил. И хочу попросить, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына. Все. Больше я комментариев давать не собираюсь, но шантажа со стороны российских спецслужб не было. У подозреваемого ранее было две жены, одна из них – львовская писательница. В интервью украинским медиа она заявила, что ее бывший супруг своим поступком убил своего ребенка во второй раз. Сама же женщина в свое время выпускала книгу, названием которой был «Позывной погибшего сына», тело которого и хочет получить его отец. Впрочем, в украинских соцсетях, да и в полиции по-прежнему выражают мысль, что версия, озвученная Сцельниковым, фейковая, и на самом деле он все-таки имеет кураторов на территории России. Литва на военных нервах и готовится к обороне. Вильнюс задействует 17 тысяч как своих, так и союзных солдат для учений перед стартом белорусско-российских учений «Запад-2025». Маневры стартовали под названием «Удар грома». Двухмесячные учения развернутся как на полигонах, так и прямо в городах. По дорогам страны пойдут колонны бронетехники, в небе загудят самолеты, а жители услышат, как утверждают военные, мощные симуляции боев. Маневры стартуют именно в тот момент, когда Россия и Беларусь готовятся к своим учениям «Запад», которые, по информации из открытых источников, могут собрать до 20 тысяч военных. В Вильнюсе заявляют, что главная цель перед военными НАТО – проверить реальную готовность всех подразделений к выполнению задач вооруженной обороны страны. Учения напрямую связаны с реальными планами обороны и подготовкой к их реализации, сообщают военные. Командование вооруженных сил, штабы подразделений и учреждений вооруженных сил, военные части и войска, а также военные командиры и местные органы власти будут отрабатывать планирование и выполнение задач вооруженной обороны. Напомню, что Беларусь и Россия проведут свои учения далеко от границ стран НАТО, как ранее заявлялось, для того, чтобы продемонстрировать, что Минск и Москва не собираются ни на кого нападать. Украина может повторить успех Финляндии во Второй мировой войне. Об этом пишет The Economist, анализируя слова президента страны Александра Стуба. Эти слова уже вызвали небывалый интерес и критику в Москве. В частности, Стуб заявил, далее цитата, «Мы до сих пор чувствуем, что победили, потому что сохранили независимость». Конец цитаты. В материале говорится, что Финляндия вступила в войну с СССР без надежной западной поддержки и после тяжелых боев уступила территорию. Для мира считалось, что Финляндия проиграла, но внутри страны это воспринималось как победа, ведь независимость сохранили.
Мир, навязанный Финляндией в 1944 году, вряд ли можно назвать справедливым. Но могло быть и хуже. Финляндия уступила 10% своей территории, включая Карелию и половину озера Ладога. Ее армия была ограничена, как и возможность вступления в НАТО. Финляндию заставили сдать в аренду России военно-морскую базу в Паркале, на полуострове в Финском заливе всего в 30 километров от столицы. А поскольку она сотрудничала с Гитлером, Финляндия была вынуждена выплатить репарации Советскому Союзу, который напал на нее 5 годами ранее. В материале говорится, цитирую, «Для большей части мира это было поражением. Для господина Стуба, чей отец родился на территории, аннексированной Советским Союзом, и чей летний дом находится в Поркале, возвращенном Финляндии в 1950-х годах, это выглядит иначе». Конец цитаты. В целом же суть позиции Стуба заключается в том, что Украина сейчас в лучшем положении, чем Финляндия в 1944 году. У нее есть союзники и поддержка. Вопрос в том, сможет ли она, как Финляндия, принять трудный мир, но при этом построить сильное, справедливое и свободное общество и не зацикливаться на несправедливости войны. На статью отреагировала Москва, в частности из-за фразы Стуба «Мы до сих пор чувствуем, что победили, потому что сохранили независимость». Ступ может также предложить алгоритм вышеописанной победы 1944 года своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться. Столица перекрыта, строгий пропускной режим, движение машин и пешеходов запрещено, возможны ограничения в работе связи и интернета, беспрецедентные меры безопасности в Пекине, который проводит масштабный военный парад. Financial Times пишет, Си Цзиньпин в окружении Путина, Ким Чен Ына и ряда лидеров, в том числе Ирана, Мьянмы и Пакистана, продемонстрируют миру ультрановое оружие, от гиперзвуковых ракет до автономных машин. Но, хотя оружие и присутствие стран, считающихся на Западе изгоями, привлекут внимание и вызовут обеспокоенность, основная цель Пекина гораздо тоньше, отмечают аналитики. Си хочет усилить роль Китая во Второй мировой войне и в последующем миропорядке, созданном под эгидой ООН. Он также намерен использовать годовщину, чтобы укрепить претензии Китая на Тайвань и заявить о своей позиции среди развивающихся стран как об альтернативном лидере США. В то же время самое лучшее вооружение и его достаточное количество – это лучшая гарантия безопасности для Украины. Киев делает ставку на хорошо оснащенную армию, которая может стать более эффективным сдерживающим фактором для Москвы. Это была цитата из материала New York Times. В центре этих усилий новая система закупок, которая поддерживается НАТО. Зеленский надеется, что эта система позволит закупать вооружение на $1 миллиард ежемесячно, пишут авторы материала. Насколько далеко может зайти это военное наращивание, остается неясным. Европейские государства, уже сталкивающиеся с бюджетными трудностями, могут испытывать сложности с поддержанием уровня финансирования, необходимого Украине, а армия Киева должна решить проблему нехватки личного состава, чтобы стать действительно сдерживающей силой. Но у Украины мало других вариантов, кроме укрепления собственной обороны. При этом Путин говорит, есть варианты гарантий безопасности для Украины, и этот вопрос он обсуждал с Трампом на Аляске. Накануне он также сделал ряд других заявлений, утверждает, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, допускает Путин и то, что на Запорожской АЭС хватит места не только россиянам, но и украинцам, а также американцам, а также поставил условия: Москва против членства Киева в Альянсе, но не против того, чтобы Украина была в ЕС. На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно. Это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам. В Украине считают, что таким заявлением Путин, далее цитата, готовит себе информационное алиби для ударов по украинской энергетике. Сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и лжет о ответе за НПЗ. Хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику и никогда их не прекращали. Обычный лжец. К сожалению, Путин регулярно участвует в информационных операциях России. Это часть очередной операции, аудиторией которой являются Запад и глобальный Юг. Попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих.
И уже в ночь на 3 сентября была совершена массированная атака по Украине, третья за последнюю неделю. Удар наносился по западу Украины – Луцк, Хмельницкий, Львов. Кроме того, Киев и область также оказались целью. Гремело по всей стране. Россия подняла как минимум 8 самолетов. Зафиксированы более сотни целей в небе. Параллельно с этим в Москве заявили, что отразили украинскую атаку, в частности, на юге РФ. За 3 часа был налет 27 БПЛА. Речь Путина анализируют и в США. Sky News пишет, что это необычайно мягкая риторика для него. Однако Европа отнесется к этим заявлениям скептически. Но Европа не была его аудиторией, ею был Дональд Трамп. Я думаю, это все часть ухаживания лидера Кремля за президентом США, чтобы удержать его на своей стороне и предотвратить любые санкции. Он пытается представить Россию как сторону, желающую мира, а Украину как сторону, создающую проблемы, надеясь, что любое давление из Вашингтона будет направлено на Киев. При этом Трамп и вовсе запутался. Сейчас он готов переложить вину за провал переговоров и срыв мирного процесса исключительно на Европу. Он разочарован в Путине, Зеленском и европейских союзников, поскольку его последний срок для прекращения огня и двусторонних переговоров истек, пишет The Times. Администрация Трампа, скорее всего, не примет участие в парижской встрече коалиции желающих в четверг, а Белый дом, как сообщается, попросил Министерство финансов составить список дополнительных санкций, которые Европа могла бы применить к России. Источник в Белом доме сказал Axios: если Европа хочет эскалировать эту войну, это будет на их совести. Но они безнадежно вырвут поражение из пасти победы. Отмечу, что накануне Трамп повторил вновь, что пристально следит за Киевом и Москвой, а в ближайшие дни может принять определенные меры. Кроме того, заявил, что узнал интересные вещи о войне в Украине, и в ближайшие дни о них узнают все. Также события в Китае он не считает вызовом. Уверен, что США нужны Китаю больше, чем Китай США. Отмечу также, что Трамп накануне похоронил все слухи о своей смерти. Он появился на публике, дал пресс-конференцию, а ведь с 26 августа любители теории заговора не понимали, куда исчез президент, и допускали, что после слов вице-президента США Венса, который уверял, что он может в любой момент заменить Трампа, если с ним произойдет трагедия, эта трагедия уже произошла, и Трамп мертв. Но нет, в то же время о другой трагедии говорят в НАТО. Там вновь уточняют, что сейчас увеличивают расходы на оборону, потому что, далее цитата, «угроза со стороны русских увеличивается с каждым днем. Не будем наивными». Это слова генсека НАТО Рютте. Он уже посчитал, каким может быть удар России по Европе, в частности, Гааге. Это может однажды коснуться и Люксембурга, моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности. Мы думаем, что находимся далеко от России, но мы очень близко. Последние российские ракетные технологии, например, показывают, что разница между Литвой и Люксембургом, Гааги или Мадридом составляет 5-10 минут. Это время, за которое ракета может достичь этих частей Европы. Так что мы все под прямой угрозой от русских. Теперь мы все на восточном фланге. Живете ли вы в Лондоне или в Таллине, разницы больше нет. Скандал в Германии. Там разгорается политический триллер. Сразу 6 кандидатов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» неожиданно скончались всего за несколько недель до местных выборов в Северном Рейне-Вестфалии. Официально полиция заявляет, следов преступления нет, часть смертей объясняют естественными причинами, другие оставляют без комментариев. Но в соцсетях уже бушует шторм конспирологических теорий. Пользователи массово пишут, что такая серия выглядит статистически почти невозможной. Лидеры АДГ не спешат развеивать слухи. Сопредседатель партии Алис Вайдель даже перепостила заявление экономиста Штефана Хомбургера о том, что происходящее невероятно с точки зрения статистики. Партия нашла поддержку среди нескольких ведущих фигур правого крыла в США, которые обвинили немецкое правительство в попытках подавить альтернативу для Германии с помощью бюрократии. Технологический миллиардер Илон Маск, который ранее в этом году поддержал миграционную политику крайне правой партии, в последние дни повторил свою поддержку АДГ. Либо Германия проголосует за альтернативу для Германии, либо это будет конец Германии, заявил он. Северный Рейн-Вестфалия – крупнейшая земля в Германии, где проживает 18 миллионов человек. На выборы 14 сентября там выдвинуто около 20 тысяч кандидатов. Для АДГ, которая недавно стала второй партией страны и усилила позиции даже на Западе, это ключевой рубеж.
Ареста президента требует Париж. Речь не о Макроне или же Путине. Французский суд выписал международный ордер на арест Башара Асада, который после свержения бежал в Россию и нашел там убежище. Асада, которого называют сирийским диктатором, обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Прежде всего в бомбардировке Хомса в 2012 году, где погибли журналистка The Sunday Times Мари Колвин и французский фотограф Реми Ошлик. Теперь под ударом не только Асад, но и его ближайшее окружение, брат, бывший глава разведки Али Мамлюк и экс-глава Генштаба Али Аюб. Всем им грозит международное правосудие. И напоследок события из США, к которому также приковано внимание. Знаменитые сиамские близнецы Эбби и Британи Хэнсел, прославившиеся еще в детстве на шоу Опры Уинфри, впервые показали знакомым новорожденного ребенка. 35-летние сестры, работающие учительницами начальных классов в Миннесоте, появились с малышом в школе, где преподают. По данным американских СМИ, коллеги увидели Хэнсел с детским автокреслом и коляской всего через 2 недели после того, как СМИ сообщили о пополнении в их семье. Очевидцы отмечают, что Хэнсел выглядели уставшими, но счастливыми и с радостью принимали поздравления от коллег. Напомню, в 2021 году Хэнсел вышли замуж за ветерана армии США и медбрата Джоша Боулинга. Официальных комментариев по поводу рождения ребенка ни супруги, ни семья пока не давали. Эбби и Британи страдают редчайшей формой сращения. У них 2 пары легких, 2 сердца, 2 желудка, но 1 печень, 1 большой кишечник и 1 репродуктивная система. Еще подростками они признавались в интервью, что мечтают стать мамами. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.